Привет всем! Меня зовут Евгений, и вы снова на канале ТМ Jonathan. Друзья, у меня есть два занятия, которым я посвящаю все свое свободное время. А именно, это изготовление домашних спиртных напитков, вина и крепкого алкоголя. И, соответственно, для выдержки этих напитков я делаю деревянные бочки. Как сделать деревянную бочку от начала и до конца? Ссылка на видео будет в описании. Кому интересно, заходите на канал, подписывайтесь, кто еще не подписался, и смотрите. Для изготовления любой деревянной бочки я использовал множество приспособлений, часть из которых я покупал, а львиную долю я сделал самостоятельно. И одним из таких устройств является самодельный фрезерный стол. Он состоит из шпинделя, который зажимается фреза и цанга. И на таком устройстве с помощью привода из электродвигателя старой стиральной машины я снимал фаски для днищ деревянных бочек. Вот таким образом, получая вот такие фаски и устанавливая такие днища в деревянные бочки. Для изготовления небольших днищ станок в принципе работает исправно, но для днищ побольше мощности двигателя не хватало. Соответственно, была вибрация, приходилось переустанавливать фрезу, то есть работать несколько приемов, а это довольно неудобно. Поэтому я решил снять самодельный станок и установить покупной фрезер на данный стол. С помощью такого фрезера я обрабатываю уторы деревянных бочек. Также с его помощью можно нарезать уторный паз, снимать фаску на уторе, ну и еще кое-какие операции. Итак, один из таких фрезеров я хочу установить в фрезерный стол для обработки фасок и снятия фасок на днищах своих деревянных бочек. Несмотря на то, что это два абсолютно одинаковых фрезера, после небольшой доработки у этого фрезера увеличился вылет фрезы. Лифт у обеих фрезеров одинаковый и составляет 50 мм. То если здесь вы видите, зажимная гайка выходит на 17 мм, ну пусть я снял подошву, будем считать на 15 мм выше подошвы, то у нового фрезера, если мы аналогично опустим лифт, мы можем видеть, что зажимная гайка спрятана ниже подошвы фрезера. Каким образом мне удалось этого достичь? Для того, чтобы увеличить вылет фрезы, мне пришлось разобрать полностью фрезер, освободить вот эти штанги, и вверху тут есть фиксирующие штопорные кольца, то есть на штангах нарезана канавка. Я разобрал фрезер, выпрессовал из подошвы штанги, обрезал на 22 мм, нарезал заново канавку на токарном станке и собрал фрезер обратно. Таким образом, лифт остался неизменным и составляет 50 мм, но вылет фрезы у нас увеличился. Для чего мне нужно было увеличение вылета фрезы? Сейчас я уберу самодельное приспособление. Для монтажа фрезера на этот фрезерный стол, учитывая то, что толщина столешницы составляет 40 мм, для его установки мне нужно было бы сделать тут углубление. Причем углубление такое, чтобы вот эта часть электродвигателя тоже внизу спряталась и позволяла фрезе подниматься над уровнем фрезерного стола. Это дополнительно очень много манипуляций. Проще сделать следующее. Установить фрезер внизу столешницы, и за счет увеличения вылета фрезы мы получаем необходимую нам высоту, а именно дополнительные 16 мм, которые равны, скажем так, рабочей высоте, максимальной рабочей высоте фрезы для нарезания фасок на деревянных днищах. В подошве фрезера у нас установлено только 3 фиксирующих болта параллельного упора. На месте 4-го есть отлив
место установки, но отсутствует отверстие и резьба. Мне пришлось просверлить отверстие. Сейчас я нарежу резьбу М6. И у меня будет полноценных 4 отверстия под монтажные болты. Перед нанесением разметки в столешнице я установил фрезу, которую я использую для снятия фаски на днищах, дабы исключить любое касание фрезой о столешницу при работе фрезерного устройства. Для контроля правильности просверленных отверстий я вкрутил болты с обратной стороны и сейчас попробую установить фрезер на фрезерный стол. Все прекрасно становится, фреза нигде не касается столешницы. То есть сейчас я сделаю под каждый болт потай, для того чтобы головка болта спряталась, и можно устанавливать фрезер на фрезерный стол. Учитывая то, что столешница стола изготовлена из прессованной тирсоплиты, я в крепежные отверстия устанавливаю вот такие металлические шайбы. Для увеличения жесткости конструкции и теперь можно установить все болты без всяких опасений. Так, фрезер установлен. Лифт работает. Осталось сделать только плавную регулировку подъема-опускания фрезы. Для изготовления подъемного устройства и регулировки глубины реза, то есть подъема фрезера над уровнем фрезерного стола, я буду использовать старый домкрат от советского автомобиля после небольших переделок.
Друзья, путем нехитрых манипуляций я переделал домкрат, укоротив его длину, переделал привод, и мне осталось только установить его под фрезерный стол и продемонстрировать в действии. Лифт прекрасно работает. Конструкция простая, но довольно надежная. Итак, я закончил работу над фрезерным столом, установил заводской фрезер, сделал самодельный лифт, выточил несколько проставок на токарном станке для установки фрез разного диаметра и теперь получил полноценный фрезерный стол с лифтом. На нем теперь можно нарезать не только фаски на днищах деревянных бочек, а и выполнять кое-какие другие операции, а именно снятие фасок на подставках под бочки, выборка четверти,
Тут особо, конечно, не разгонишься, потому что размеры довольно небольшие столешницы, но какие-никакие операции выполнять можно. Друзья, кому понравилось видео, ставьте лайки, делитесь видео с друзьями и подписывайтесь на канал. До новых встреч!